по сравнению с тем, который вы могли видеть на ГДК 2015 года, по-моему. Там экзостер. Так что это будет новый раут для ГДК. Hey, thanks, guys. Do we want to get a countdown going? All right, Kip, will you count us down? Sure thing. We will begin this 100% run in 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. And good luck, Cindy. Все, мы начали старт. Ран. В самой первой части играна CRS. В сути, здесь участвует CRS, это будет просто оптимизация нашего движения. И тут такое что-то вроде пролога ко всей игре. Сюжетный. В самом начале мы будем получать урон от Риги, чтобы как можно быстрее запустить касцену, где Риги хватает Metroid и улетает. Для того, чтобы как можно быстрее запустить эту касцену, нам нужно получить урон от хвоста Ридли, потому что хвост Ридли наносит больше всего урона. Мы видим, как Зенни останавливается перед дверями, которые открываются автоматически. Для того, чтобы не потерять свою моментную скорость. Потому что если мы будем бежать напрямую и врезаться в дверь, то мы будем тратить гораздо больше времени, чем приостанавливаясь перед ними. Like if you look at historical, like the older runs, there can be some really weird routes before it was kind of really figured out. But like these days, there's mainly two main routes. The first route, the little bit easier route, would be to go to Crocomire earlier in the game and get the grapple game. The biggest change is that when you're going to get Spring Ball, это самая скучная часть, если у нас... Если ты в самом начале, если у тебя первые там 5 минут не получился раунд, ты просто ресетишь и постоянно бегаешь в CRS. Мы видим, как Зенни немного странно себя ведет в ране. Она поднимает и опускает руку, это для того, чтобы сделать наш бокс на 1 пиксель вперед. И если мы во время бега так и будем постоянно поднимать и опускать руку, то Самус будет бежать немного быстрее. Сейчас мы видели один трюк, который называется Moonfall. Если мы будем падать вниз с того состояния, когда мы идем лунной походкой, то Самус полетит вниз на очень высокой скорости. Этой скорости достаточно для того, чтобы достигнуть некоторые платформы шириной 2 блока максимум, насколько я помню. И эта скорость падения сейвит примерно 40 секунд, если мы будем падать 2 минуты подряд. То есть, если бы в ране было 2 минуты времени падения, то Moonfall застоил бы нам 40 секунд, чем без него. Right after the wreck ship, we will be going to the ship area and going to the areas above the ship area, and you need a good bit of energy. В этой локации есть еще предметы, типа ракеты, метанг, но мы их сейчас не будем подбирать. Нам нужно подобрать как можно больше сейчас апгрейдов, которые будут помогать нам в передвижении, а не которые будут увеличивать нам амуницию. Поэтому мы просто все скипаем. И
not as bad of a time difference for Нет, просто like, бежим in-game за time. It's probably about the нужными same in-game амуницией. time roughly, but you would lose like 7 or 8 seconds Естественно, per мы TA if you let скипаем the gauntlet last. не совсем все подряд, а только то, что только те апгрейды, которые мы сможем подобрать в дальнейшем, когда будем возвращаться в некоторые локации. That's right. And what you're seeing here is Зенни Zenny is in приближается the к climb, первому which is боссу. one of the hardest rooms, in my opinion, in the game, just in Это terms of первый when мини-босс you're Бомб new and kind Туриза. of getting used to the controls. О, Very technical 4.44, room. отлично. He used the what I call the more traditional wall jump method. There's actually a few different methods you can use in that room. Итак, Бомб Туриза. Бомб But Туриза. he had a real nice clean room there. 900 Now he's heading to хп. get bombs. One thing I find kind of neat about Super Metroid, and especially 100% item collection, Один is the простой way выстрел everything is снимает laid 20 out хп. in the game with the items. Одна простая ракета It's kind снимает of neat 100 how you хп. skip some Но items когда у that Бомб you would Туриза be sort остается of intended to get casually very меньше, чем early, 100 and then you хп, get them like например, extremely late in the 80, run. For example, то the beta у него missiles, which разрушается normally are the голова. second missiles you pick up in the Это game, разрушение are головы going to be занимает like the какое-то 90, время, I don't know, поэтому Yes, when we go get to мы something снимаем it's gonna be хп до really 100, late. And then потом I think добиваем the просто third ракеты. missile pack that you would Так мы traditionally скипаем get in a casual вот эту часть playthrough is literally going to be с the 100th разрушением головы. item. So it's kind of neat how you're going to go back and forth between different parts of the map and then return later to pick up items. Сейчас мы подберем Е-танк. Обычно в 1% таймеры убивают That's what I thought. этих пиратов, но Different, so, you know, I don't know. но у нас мы будем подбирать больше танков в дальнейшем, поэтому мы можем просто ударяться об них и не экономить хп. Сейчас будет первый секвенс брейк, когда мы прокатимся под падающими, под закрывающимися воротами. И мы получаем супер ракеты гораздо раньше, чем по идее мы должны их получить. Как мы скипаем босс-файт, который мы скипнем вообще. Это единственный босс-файт, который можно скипнуть практически во всех категориях. Это самая топовая комната в игре, потому что сюда просто натолкали полно апгрейдов, непонятно зачем. Резерв, танки, две обычные ракеты. И сейчас мы попробуем сделать мокбол еще раз в обратную сторону, для того, чтобы прокатиться под воротами внизу. Это засейвит некоторое время, на СУЗ не получилось. Сейчас вы могли наблюдать, как Зенни как будто бы двигался влево-вправо, когда запрыгнул на платформу, которая разрушается. Если в момент касания этой платформы развернуться, то сам резко упадет вниз. Не будет как бы задерживаться на этом блоке. И в этой игре полным-полно таких маленьких оптимизаций, которые как бы не видно с первого раза. Мы получаем первый апгрейд для луча, Charge Beam. Теперь мы можем заряжать свою пушку. Обычная заряженная пушка, по-моему, выносит 40 хп урон. Или 30, что уже не помню. Если мы держим заряд и в прыжке делаем как бы сальто, крутимся, то у нас появляется особое состояние, которое называется Fake Screw, типа как Screw Attack. И если мы ударимся об врага, то мы не получим урон, наоборот, мы ударим его. Nice damage boost.
Лучан Alright, so сейчас we're gonna get Зенит Spazer, even поберет though Spazer второй is going to get апгрейд луча, kind of который outdated называется later when we Спейзер. get Plasma. Спейзер в этом ранее нужен And then we'll один be раз, going to Crade по first. сути. Cool thing about 100% is it still does the intended boss order. Обычно его не... Certain things that prevent us from really massively rerouting 100%. А, нет, короче, ладно, забейте. For instance, you can't really go Crade to Сейчас upper warfare мы to lower бежим warfare к первому immediately, боссу, mainly because первому мажор-боссу, the big Крейду. issue there is that to get down to Gold Chorizo, you have to have space jump to drain the lava to get that missile above. У Крейда 1000 хп. There are Обычные ракеты some снимают kind of glitchy, but 100 хп, как not я говорил necessarily раньше, major а glitch суперракеты ways to do that, будут but they're снимать very ему 300 difficult, хп. and nobody's really gone for them in runs. And it's not really been И investigated что very well самое... how that would affect everything. У Крейда есть две фазы. Это когда он находится слегка над землей. И вторая фаза, когда он поднимается высоко вверх. Вторую фазу мы можем скипнуть, если выстрелим ему в пасть. Right, so you have to be at a certain X position here to have the second missile connect with суперракетами. Crade. So Crade has 1000 health, so you Для этого use нам two нужно regular missiles, you попасть conserve, you know, that extra ровно super. во You can второй do four кадр supers, but анимации. we're conserving Открывание one пасти. super, so we have an extra Кадр bar there. анимации держится примерно 4 фрейма на So you экране. use two missiles. Поэтому, The first one opens Crade's mouth, если в triggers the это opening. The окно мы second one попадем connects with суперракетой в Crade, пасть, and the first super missile actually то freezes Crade's mouth open for a brief period of анимация time, but застопорится, it's и у нас enough будет to kill Crade немного before, времени для you того, know, the чтобы first phase ends, before Crade raises. затолкать еще в пасть ему суперракет. Так Крейд помрет, и мы скипнем вторую фазу, это килл босса этого. Yeah, it feels the worst because it's supposed Сейчас to be мы the подберем freest. еще один энерготанк. But yeah, if you're not at the right X position, that second missile will just miss, and then Тут мы видим так называемых лягушек. Лягушек можно убить, если выстрелить ракетой вверх, если они вас зацепили, либо бомбой. Зенни, видимо, Зенни решил убить их ракетой вверх. Хотя обычно он вроде как бомбу убивает. Это довольно прикольно выглядит. Но не в этот раз. That's right. And I missed a second there. Did you discuss the Crade missile that we'll be coming back for later? После Крейда мы подобрали Варисвит. Yeah, so just so anybody out there who might be aware, there actually is another item in Crade's lair. There's a missile in that Key Hunter room. And unfortunately, we do not have any power bombs at the moment to be able to get to them. So that is going to be an item that we will return to pretty late in the run, either right before or usually right after Lower Norfair. In my opinion, if you accidentally run a 99%, that's going to be one of the items that's a candidate for you to accidentally forget. But I'm sure Zenny will remember to come back for it. In the meantime, he's picking up what I believe is the most powerful item in the game, the high jump boots. And the reason I say that is because I think it has the biggest effect on your movement overall in terms of what you're accustomed to. Playing without high jump boots when you're used to having them is a pretty drastic change, and it definitely will make a lot of rooms faster as we move forward. Зенни сначала убил этого краба. Why don't you have power bombs yet? Ну, или это не краб. Ну, не краб, а... В общем, он убил этого врага, потом открыл себе дверь, для того, чтобы она была теперь синей, и на выходе смог уже просто покинуть комнату, не убивая повторно врага. Чем ракеты в голове. Лава нас дамажит, но ничего страшного, у нас слишком много. Для того, чтобы просто так умереть там. Он за ним бежит. Еще одна такая проблемная комната для новичков с играми, это Bubble Mountain. Почему-то у многих проблемы с подъемом сюда. Yeah, it could potentially save some time, but unless I'm mistaken, you kind of need some drop luck to fully realize it. And then on top of that, technically you're adding in
a good bit more technicality at можно the было beginning of наклониться the на run обратном пути. when you go up Red Tower, which И for тут a теперь в runner of потолке Steve's будет caliber, not спрятана really a одна big deal. пачка But if you're ракет, just sort of getting into it, I wouldn't necessarily которые recommend совсем не adding more очевидны. Если complexity. ты про них не знаешь, то Here ты их, we're going to скорее grab another всего, missile pack, пропустишь. and then the other piece of the movement items that are Мы going to have the получаем biggest impact спид-бустер. on the Теперь мы run. можем... The speed booster. I always Теперь refer наша to this скорость as the most передвижения fun будет item in the увеличена. game because I know everybody loves spring ball, but speed booster to me Если offers мы the coolest будем tech in the держать game. You know, shine sparking, doing short charges, things of that nature. It кнопку really affects the way you jump, Impossible, я не how играл vertical you jump, depending Impossible. on your momentum. Мне он You не get нравится. a lot of cool options. So he'll utilize this item throughout the entire run. Yeah, I agree. I usually answer Speed Booster as being my favorite item. Just it makes the game so much more fun to play. I can't imagine playing Super Metroid. Сейчас мы идем за speedrunning without следующим Speed апгрейдом. Booster. It wouldn't О, be у the него не same at all. получился дамаг буст. Кстати, по поводу дамаг буст, как они здесь работают. Вы можете видеть, как раннеры, часто получая урон, отлетают далеко в сторону. Но иногда, когда они получают урон, их как бы не откидывает. Все дело в том, что для дамаг буста нужно держать прыжок, и после получения урона нужно нажать направление назад. Как бы если мы стоим вправо, то нужно будет зажать влево. Так примерно и работает дамаг буст. Еще, кстати, можно заметить, когда Зенит запрыгивает на какую-то платформу, он очень часто как будто бы смотрит вниз, на самом краю. Этот мувмент называется Ledge Grab. То есть он, когда он начинает смотреть вниз, его хитбокс поднимается на 1 пиксель вверх, и он позволяет захватить край платформы еще до того, как он поднимется вверх на самом деле. Unless he has, there's actually some kind of weird rando tech you can use with some beam combinations, but Сейчас as you can мы see here, получим he's going to get ice следующий early, which апгрейд. is a little bit different than the traditional route, as Zoe already referred Где to. лучше Ice Need to hold Beam. on to that for later. И вот это одно But из that самых Pro главных Speedway отличий room, for от those of you предыдущего that don't know much about раута. Super Metroid, there's a Потому lot что of crazy Ice names Beam мы for раньше all the получали enemies, but let me just tell you this: if you don't know what to call последнего, something, anything, doesn't matter what it looks like, не в just call последнем it очереди, frog. а перед тем, как It's шли pretty much what everybody does when they're playing this game. в Нижний Норфейр. Ice Beam нужен нам для одного трюка в будущем, который будет еще совсем не скоро, но мы больше не будем пробегать вперед в этой локации до того, как до того, как нам нужно будет использовать этот трюк. Especially when you're first getting started, you do not have to try to mimic or copy the strats that you see, like the просто world решил record пролететь holders, эту for комнату, example, utilize. This game is very heavy on technical ability with the controller, and anything you can do to sort of ease into the game and make your learning process easier, I'm a big fan of. So even if grabbing an ice beam early loses you some time, it actually might be the best thing for you at first. Захвата. Yeah, there's some other things Еще you can do as well in addition to getting that несколько апгрейдов. Like, I think one good one Но to do if, as a сейчас, beginner might be сейчас раннеры все это to do скипают the wreckship E-tank after you get и gravity, бегут which is, как I don't think it's that big of a ну, time практически по loss, but it классическому makes рауту, that spiky room of death that I который was referring задуман to earlier a разработчиком. lot less scary. You can do the gauntlet late, like I was referring to earlier as well, the area above the ship. Yeah, there's a number of things you can do that doesn't lose that much time in this category, but just gets you, you know, on your feet and gets you actually finishing the Встречаем game. ракеты в скрытой комнате. That's right. Speaking of D-boost, here's one here. Сейчас мы увидим, как с помощью спидбустера мы убиваем врагов. Потому что
Usually that Nice. orange door we have to open it Хотя now можно before было we бы come back сделать in a немного lot of other по-другому. categories. But in 100%, we're never going to route Просто back into this area of the game. So забуферив once we синий leave this little сюит section, и we won't be coming back коснувшись всех because we'll be врагов, heading to the Зен, surface видимо, area решил where the после ship фолио is сыграть. before returning to clean up the green Brinstar area. So that's why you will see that he did not open that door. He also will not have to open up the door, not in this next room, but the room after that. There'll be an orange door that closes behind him. He won't have to open that door either. Сейчас мы приближаемся уже ко второму боссу игры. Yeah, essentially, Второй босс это to get Фантун. up to У the ship Фантуна area in Wreck Ship, you have 2500 there's хп. three elevators connecting the lower parts and the top parts here of the game. Сделать Ocean So you Spark. wanna, you wanna go up Вроде, one and then down one to go towards Ridley and Dragon and all that stuff, and then you получилось. go up Nice. the third one to get to Turian, basically. То есть он в полете выстрелил для того, чтобы открыть себе дверь перед собой. You know, normally И here I просто would пройти sing, через but две given the fact комнаты. that we have thousands and thousands of viewers, I'm not going to put everybody through that. But I just want to say that was a really great ocean fly there by Zenny. Very tightly Сейчас эта done, локация especially называется with Wreck the Ship. beam shot. If I recall correctly, Тут now, отключено I'm not going to электричество, put you guys through that. поэтому Maybe все later, шипы but Zenny неактивны, just used a beam to и они не shoot that могут нас open. дамажить. I believe that's a tighter window than missiles and supers. Correct me if I'm wrong, Zeus. I think Это очень странно работает, I would say но it's tighter than это Supers. работает. I think it's kind of similar to the missile strat. I don't think it's Поэтому so мы much more подбираем difficult than the missile strat, пак but I'd ракет say it's сейчас, more а не difficult than потом, using когда a super to электричество open the включится. door. Электричество включится после того, как мы убьем Фантуну. I might have to have Zenny correct me on this one. It's been a while since. У Фантуна, как я и говорил, I mean, I have 2500 хп. learned a little bit. Одна обычная ракета снимает 100, It kind of depends on how much speed you have entering а the супер room. ракета тут уже снимает, по-моему, That trick не is actually getting me a little in 300-600 trouble, so хп для этого it's босса. nice to get that. Okay. Yeah, you made a face, and I expected you not to get it based on the face. But then you Стратегия got для it, so этого feels good, man. босса. Yeah, Сейчас it's like a смотрим, какие паттерны maybe like выпадут. a 5-second time loss if you miss Первый паттерн ocean slow. fly. So it's nice to get. Этот босс очень рандомный, и он очень любит убивать Yeah, раны. Fantune has a. О, найс, тут первый раз. Sorry. Oh, go ahead, Zeus. You have a 25, 50% chance for slow, mid, fast in first round. This is looking like a Slow. mid-right in the second round. Oh my goodness. Не самый лучший паттерн. Man, you hate to see that, man. And that's the worst one О, too. еще не 'Cause the mid попал. happens fairly frequently there. But and А, once again, в part of общем, the reason манипуляция Zeus and I have Фантуном. actually talked about this with each other several times. Если Part мы of the выстрелим в него reason that the slow тремя ракетами сразу, то patterns on он the second round in исчезнет. particular are really bad. Is because not only are you losing time, but you have a way И нам нужно higher снова ждать likelihood of getting снова flame lamed, появления which we его. just saw. However, Поэтому Zenny мы did a стреляем сначала fantastic двумя job cleaning ракетами, that up. He had a great Doppler, даем and the Фантуну Doppler method is used время in на то, чтобы 80% он сдвинулся с route, своего which места, you стреляем don't еще have двумя hardly any ракетами. items when you get up here. И потом It's через kind of какое-то ironic to время me that you kind of come in стреляем here loaded up with extra с items, but you still помощью use the same strat there. Right. So we не don't мышь, use а vector strats 100% anymore because of that route правильного change ритма, короче, сбивания where you ракет. have ice beam early. Мы So like можем pausing не is just толкать not ему worth it. очень When you can много still do a 2-round with missiles. And the Doppler ракет, effect is короче, named но after the, the physics effect для этого of, нужно больше where sounds are ритмичное pushed closer нажатие to выстрела, when sound is moving towards чем you, просто it has a different долбишь frequency кнопки. than it's moving away from you because it's being dragged or pushed in essence. That's the same thing with these. Science lessons done quick. Yeah. So we're pushing missiles towards Сейчас Fantune to get будет them there quicker. Like один running секвенс towards брейк, Fantune так while как we're мы не shooting. взяли, And that, if you do it correctly, there's a так как мы не you have to time out взяли your missiles луч very захвата, precisely, but if you do it correctly, нам it теперь будет keeps довольно сложно Fantune from запрыгнуть disappearing до when Fantune normally would disappear after taking a certain до amount of damage. до Unless you танка get more damage in and на get that статуе 2-round in. Терезы. So yeah, the mid-right Fantune is 3 times more likely than slow right, so it's really frustrating when you get О, найс. a right side slow in second round. Very nice. Spiky Вот это round стратки. there. Первый раз вижу. Yeah, that was real nice. Oh, also, this next room here that he's coming up on, the wreck ship energy tank, is Вот actually это шестая комната, самая опасная significantly наверное, different комната с strat-wise than it центром. would be in the traditional route, because in here you would normally have grapple. Найс. He does not, so У he's него going to have to получилось запрыгнуть utilize с a первого very раза. interesting Для этого мы bomb ставим jump there, просто but nailed it. бомбу Well done. в So this воздухе, was one of the и biggest потом problem отталкиваясь от areas нее, of doing this долетаем до той optimal route платформы. compared to the normal route with grapple.
Для этого еще нужно развернуться в воздухе, потому что как только мы отморозимся, Самус как будто бы застревает в воздухе. Не падает сразу, держится пару фреймов вверху. Oh, I'm sorry. Go ahead, Zeus. So that and the actual ice, like the using ice to clip to springboard where the Следующая комната будет тоже с тремя серыми дверями. То есть все три выхода будут заблокированы, пока мы не убьем всех врагов. Поэтому мы убиваем всех врагов и открываем нужные двери. У Райнера усталый вид, потому что он, наверное, сегодня целый день уже гриндит категорию перед ГДГ. Он закончил стрим буквально час назад, может. И там стрим шел 6 часов. Или 5 с чем-то часов. Знаешь, он кликнулся через роботов. Это ему не пришлось их сталкивать в ямы. Для того, чтобы кликнуться с роботов, нужно сквозь роботов. Нужно получить урон, потом с помощью движения влево-вправо и прыжков можно пройти сквозь них. Еще можно прокатиться под врагами. Вот это место очень такое неприятное, если вы играете в первый раз. То вполне возможно, что вы можете просто свалиться вниз, и вам придется проходить очень большой кусок, брать шип снова. Сейчас будет очень интересная строка на чердаке. Эта шипастая комната называется чердак. Мы видим, как Зенни стреляет вниз заряженными выстрелами и стреляет бомбу. Так, он далеко внизу, под полом. Там есть два робота. Он выстрелил в них, для того, чтобы они шли вправо. Пока статуя Тризна стащит вниз, эти роботы идут вправо и падают в яму. Так он освобождает себе путь заранее. Еще вот этот момент называется боулингом, потому что статуя Тереза тащит Самус так, как будто хочет бросить шар в боулинге. Вот мы видим двух роботов здесь, попавших в яму. Это от выстрела вниз. Yeah, he nailed it. That was beautiful. You guys keep talking about strats. Не получаем еще один резерв танк. And then I get all nervous that I'm gonna mess it up. So what he's gonna do now is try to turn through these crumble blocks to gain a few frames here. Clearly, he wasn't capable of getting that third one. I'm sure he'll practice that later. We're gonna see a speedball to the missile down here. It's really not that difficult. Gravity позволяет отходить под водой. Zenny goes for a really crazy speedball to this missile. Нормальной скоростью. People just try to jump into the hole without actually еще на Gravity слегка покрывает, защищает нас от урона. Сколько я знаю, что как мы будем получать еще немного меньше урона, чем есть брони. Не получилось проскочить. И сейчас будет большой кусок раны, это просто ревизия некоторых локаций. Он решил не рефилиться. So pay close attention. I really dig this strat that Zenny goes for here. This is a non-standard strat. I think this is much more difficult, but this is really sweet when he gets it. Look at that. Freezing the second dragon, yeah. It's really good. And he get the boost all the way to the power bomb, which is really nice too. Сейчас будет один очень интересный глич, когда мы стреляем вправо,
Короче, как это объяснить немного быстрее и чтобы всем было понятно. В общем, у Супер Нинтендо и у обычного Нинтендо левые и правые стороны связаны между собой. Поэтому, если поставить камеру в определенное положение и стрельнуть вправо... О, найс! Это скип. Ой, ой, блин, он не... он упал. Теперь ему придется возвращаться снова. Это... Вот это уже определенный ресурс. Так, ладно. Я хотел объяснить. В общем, если поставим камеру в определенном положении, пойдем вперед и выстрелим, то наш заряженный выстрел, который мы выстрелим вправо, будет слегка коснется левой стороны экрана, а с левой стороны экрана мы видим здесь дверь, и эта дверь откроется. И так мы сможем просто прилететь сквозь эту комнату. День не стал повторять этот трюк. Сейчас он еще раз пролетит. Да. Вот то, что вот в этой комнате он сделал спарк, на самом деле безумно сложный трюк. И он там делает, там, может, 3-4 человека всего во всем комьюнити. И Зенни один из них. Сейчас мы вернемся во многие комнаты, как мы уже были раньше. В самом начале раны, для того, чтобы подобрать предметы, которые мы не могли взять, потому что у нас не было некоторых апгрейдов. That's like being in a real swag car, but going like maybe 30 miles lower than the speed limit, just so everybody can see you. That was nicely done, Zane. See a little bit more of this moonfall tech. You can see more of it 100% than 80%. В этой комнате, где Зейн сейчас берет гитанг, есть небольшая ловушка в полу, отсылка к оригинальному Metroid. Прямо перед гитанком. Там нет на самом деле пола. И если вы играете в первый раз, то вы наверняка в нее попадетесь, просто упуститесь вниз. Как раз комментаторы сейчас рассказывают, что это отсылка к обычному Metroid. И они тоже попадались на меня. Yeah, I think you just wrapped up the entirety of what Nestroid is. Make a tiny mistake and get punished for the next 30 minutes. And I played that game a ton as a kid, and yeah, left a few. В следующей комнате есть участок с разрушаемым полом, когда мы... Если мы будем бежать, просто бежать вперед, то мы свалимся далеко вниз, и наш Дехорен научит делать шейнспарк. Если мы играем визуально, то вы наверняка туда попадете в эту ловушку. Зенни сейчас попробует сделать скип. Из этой комнаты с полученным ползом. Найс, у нас получилось. Опять же, как я и говорил раньше, если мы развернемся во время того, как блок разрушится, то сам он резко упадет вниз. Так у нас есть совсем немного времени для того, чтобы мы успели выскочить обратно в
скрыто. Apparently, this is not the fastest В этот way to set промежуток that shred up, вверху в but you потолке. can actually Когда мне нужно set that поднимать shred ворота и up разрушать with the блок, music кататься of Green вниз. Brinstar. It's actually, if you listen to the tempo, metronome-wise, you can actually like jump and turn and do a few things Опять тот же and line it самый, up that way. Really? опять тот же самый Yeah, глич Trumall's figured that out. Yeah, с we выстрелом talked в about it in one of сторону, the strat chats. I don't know the ins and outs of it, but it's definitely но possible. тут мы стреляем Getting spore с spawn суперракетой super now для того, чтобы разрушить там without finding блок spore spawn. So we справа. skipped spore spawn earlier, and we're skipping spore И spawn again так мы and more spore скипаем spawn. мини-босса, There's a super block for которого exiting никто spore никогда не spawn's видел. area here. And normally you wouldn't be able to shoot it from the left, but if you Если вы precisely load the смотрели block in a только certain way, спидран, спидран you can still shoot it from the left. I think back in the day they actually crystal flash to get past it or something. С того момента, как мы получим CRDQ2020, игра становится просто казуальной, больше нас ничего не сможет. Только если мы уже откровенно сами не начнем там как-то тупить или нападать на врагов, получать урон всего подряд. Потому что у нас становится просто неприлично много хп и амуниции. Just running in certain portions of the room. Do you have any knowledge of that? That's very true. I'm almost certain that if you don't want to be arm pumping when you start breaking through all those blocks, like у него не получилось крепиться сквозь эти блоки. you don't want to be arm pumping there because it will lag the game. It's not. Сейчас мы видим, как он кидает силовую бомбу там наверху. Непонятно для чего, казалось бы, но радиус поражения этой бомбы как раз достаточно, чтобы открыть дверь сверху, которую мы не видели, но она там есть. Мы войдем в нее позже. В самом конце рана. Не получилось. We'll come to that later in the game. Что очень много ошибок у So he Зена. won't have to use a power bomb then to open it. He went for one of my favorite strats in the game, Blockbuster there. Number one, I just think it's a cool strat. Number two, I think it's a little bit more difficult than it Сейчас мы looks. перейдем в следующую локацию, I think которая it's neat, называется and then also I Metroid. love the name because I'm a 90s child. So gotta love Blockbuster. He almost had it. He was going for a speedball back И это, into наверное, the моя red самая tower room, любимая which would have локация. initially broken those И с blocks другой же стороны, and самая saved a нелюбимая second, в you плане know, from having to спидранов. drop another bomb. Она очень часто руинит мои раны. Still got through there very quickly, and now we're gonna head to Meridia. И здесь очень So классная we're going to музыка. see one of the harder short charges that's required in this category. Oh, you don't have to do it this way. Если у него получился шорт-чарж с Yeah, this первого is раза. like a stutter 3-tap at least, I think. На самом деле, Four-tap, Зенни не but мог. maybe you can do it with a straight 3-tap, but it'd be Ну, вообще, pretty hard. по идее, если вы играете визуально, то вы не сможете Yeah. здесь. Of course, I'm not Speed surprised to booster. see him nail it first try after the gauntlet. Но у него получилось. So if you're new, Как он это сделал? sorry. Yeah, if you're new to the game, you would just Игра go to the отчитывает room to the right вашу and you скорость come to that не room and, каждый do фрейм, the intended method of sort of а spoilers for какое-то those who определенное actually количество, play the game. через какое-то определенное количество фреймов. To get that missile, like the intended way is to go to the room Фрейм to the анимации right and именно. then Если в определенный фрейм there where the анимации green мы gate is, будем тапать and на you don't have to do a кнопку crazy бега, short charge. то That's right. And Самус now we're in the Mama не Turtle будет room. This набирать missile скорость pack is actually one of the реальной, prime candidates for if но you're playing будет casually and trying to find every набирать item before скорость you так beat the game. называемую This might be one of the условную. ones that you accidentally И overlook. когда эта I условная think someone скорость was talking about how I think the достигнет only way to количества see того, that one чтобы with X-ray is to like be on Mama Turtle Самус or начала something. I don't светиться know if синим, that's true, она but I будет thought it was перед pretty синим, neat. даже Yeah, I guess you при could, условии, you что know, ride Mama Turtle from the right side and see with X-ray, but that's как бы не обращая внимания на то, что Самус you know. на самом деле Pretty еле-еле unlikely you're идет going to do вперед. that. Yeah. Yeah, the only reason I mention it is because apparently somebody did that on a blind playthrough on Twitch one time. But anyway, I Ну, just вообще, на think that's самом деле, pretty neat. чтобы They use объяснять X-ray on механики Mama Super Turtle on the right Metroid, side. Yeah, no, I didn't see it, so нужно you know how it is. Somebody часов, could have just не made знаю, that часов up. 5 может быть. But I did remember hearing Так что somebody если вы talk где-то about it. чисто Yeah, we're gonna случайно head up here. увидите This is another section we don't normally go видосы to. на The ютубе с beak разборами missiles спидранов as well as the watering hole. по We're Супер gonna have Метроиду, 2 missile которые packs and a идут super up всего here. 1 час, Actually, in Zinni's то, знаете, вам you know, просто most famous category RBO, насут больше. he would not pick up the super pack up here in his run, but Извините. if you're new to RBO,
and you're just trying to get through the run, this is actually a good place to go to get some extra supers to get prepared for Ridley. Yeah, for new runners at RBO, you can pick up this super, you can pick up the crab super that we got just a minute ago as well. Сейчас мы будем подбирать полным-полно ракет, супер ракет и всякого ненужного барахла. Но категория обязывает, так скажем. I believe the next item he's going to collect is going to be the precious missiles. Is that accurate? I think that's correct. I think he's going to skip over the Batoon tank. You'll note, for those of you familiar with Super Metroid, he will что-то за ней уруинит вообще everyone's favorite sea snake. Большинство Normally you would pick up таких несложных мувов, на самом деле. He's going to skip it for now and get it on a return trip. Yeah, you kind of have to loop around already a couple of times because of the sand pits that go in one direction. It's just kind of the fastest way to route is to Нет, from нельзя. bottom to top a couple of times. So we'll be going through this area like 3 times, I think, with Batoon Z tank. Zost, if you don't mind humoring me, there's something I like to say. Что он сделал? Он сделал X-фактор. Batoon is one of Это такая атака, когда мы комбинируем луч заряда и луч волны, экипировав силовые бомбы. Yeah, Batoon's hitbox for his head is really wonky. So some shots that look like they obviously should hit his head just will вот этот спарк, который сейчас сделал Зенит, это очень-очень сложный спарк. Когда он поднимается на самый верх, тогда таймер уже практически подходит к концу. То есть, когда он выходит в следующую дверь, делает спарк, у него там остается буквально фрейм, 2. Для того, чтобы, когда спарк, спидбустер разряжается. Следующий босс это Дрейгон. Тоже не самый приятный на самом деле. Это самый сложный в плане спидрана босс. То есть если вы хотите убивать его по спидранерству, то я рекомендую учить его самым последним. Потому что он займет просто огромное количество времени. Особенно если вы не умеете держать спидбуст. Зенни пропустил синий сьюит, но сделал спарк сьюит. Спарк сьюит это когда зарядивший спидбустер, получаем урон, и потом в следующий же фрейм активируем Шейн Спарк. Сейчас мы этого не видим, но на самом деле игра считает, что игра считает, что на самом деле у нас как будто активирован спидбустер. Вот мы, как Зенни может буквально перемещаться, а потом в любом месте сделать просто спидбустер. Ой, Шейн Спарк. С этими песками работает точно такая же механика, как с разрушаемыми блоками. Если мы упадем в песок, а потом развернемся в сторону, то мы быстро провалимся вниз. Nice. И нам не нужно будет ждать очень долго-долго, когда самый медленно-медленно придут в песках. Сейчас мы будем постоянно возвращаться в одни и те же комнаты, собирая всякое барахло. 100% сложная категория, потому что
многие, особенно на первых порах, забывают о многих апгрейдах. Ой, сейчас, кстати, будет скип. По сути, нам здесь нужен луч захвата для того, чтобы пробить блок. Но Зенни собирается скипнуть его. Для этого нам нужно заморозить вот эти отлетающие странные штуки. Не получилось. Эти кратки названия. Не знаю, на что они похожи то ли на червяков, то ли. В общем, ему нужно полностью заморозить этого червяка на определенной высоте и с помощью него просто проскочить вверх. But yeah, it kind of times out the freeze in the way you need it to, like the correct frame for freezing the enemy, because it's pretty precise. There's different methods now. Вообще, есть еще один способ убить Дрейгана для 100%. Самый легкий. Это Зенни не сделал этого сейчас, потому что у него нет луча захвата. Но если у вас есть луч захвата, то есть вы будете 100% путеводу проходить, как обычно, по старому рауту, то когда Дрэгон схватит вас, нужно позволить ему схватить себя, и потом не вырываться, а экипировать просто луч захвата и зацепиться этим лучом за электрическую эту штуку сбоку на стенах. Так вы будете получать урон вместе, и Дрейган, и Самус. Они будут получать урон, но Дрейган будет получать урон гораздо больше, и он очень быстро умрет. Это самый легкий, быстрый килл Дрейгана. Sort of important. I mean, it will save 5 seconds or so if he can get it. But yeah. Yeah, that one's tough to keep too. Yeah, so there's one later that you get in Croc's area, and you try to hold on to it for like a full minute or minute and a half or something. Сейчас мы подберем следующий апгрейд для пушки. Самый последний. Это плазма бим. Плазма бим и спейзер взаимозаменяемые. Поэтому, как только мы подберем плазма бим, у нас включится спейзер. Комбинация всех оружий с плазмой бимом наносит 200 хп урона. And one thing we haven't really talked about is door transitions. Door transitions, every time you leave a room, the door is trying to center itself, and so you can do different things to вот еще, кстати, я забыл почему-то упомянуть об этом, но можно обратить внимание на то, как Зенни заходит в некоторые комнаты. Он как бы подпрыгивает слегка в них. Запрыгивает он в них для того, чтобы сделать положение двери ровно по центру экрана. Так Door Transition, проход через двери, будет гораздо короче по времени, чем обычно. Сейчас мы еще раз вернемся обратно, соберем апгрейд из Акведука, который мы почему-то не берем в первый раз. Найс, у него не получилось. О, найс. Зенни не стал спускаться вниз, чтобы зарядиться. Но он может зарядиться на том коротком участке. Так он довольно быстро поднялся в звук, добрал ракеты.
Сейчас нам осталось собрать последнюю пару апгрейдов в этой локации и свалить отсюда, наконец-то. The right, the left boundaries of the sand pit were kind of even on the edges of the screen. That was to make sure that the door transition wasn't really, it was as good as possible there. Because if you go down, обратите внимание, куда он поставил бомбу сейчас. Там, эта бомба стоит не просто так. У него не получилось это сделать. В идеале он бы не стал там падать вниз, а бомба бы откинула сразу его на левую сторону к ракете. Обычно это ни у кого не получается, но иногда это получается. И это очень круто смотрится. Yeah, there's a lot of hidden tech in this game as well. A lot of it's kind of obvious, but then there's still a lot of hidden tech as well. Все, теперь у нас собраны все апгрейды в Мариди. Нам осталось победить Риди. Возвращаемся в локацию к рейду, потому что у нас остался один пак ракет в стене, который мы не могли взять раньше, потому что у нас не было всего. It's cool to watch multiple runners approach things in different ways. Yeah, and it's not necessarily a question of what's the fastest exactly. Like a lot of times you can. Вот про эти ракеты тоже можно легко забыть на начальных этапах, когда ты проходишь просто игру. О, найс, отличный скип. So it's really cool to see the variation of play in this game. Вот сейчас я не помню, нам где-нибудь спускаться к Ракомеру или пойдет Риди сразу. Потому что многие раннеры по-другому где не пойдет к Ракомеру. It also kind of comes down to what the context is. Sometimes runners will play differently in a race than they would in a PB attempt and stuff like that. So this game is really beautiful. I mean, it's a beautifully designed game, and вот эти ракеты тоже очень подлые, достаточно. Их тоже легко очень пропустить. Все платформы, которые находятся в этой комнате, они разрушаемые. We're going to skip over Croc one more time. Or actually, I take that back. I believe... No, we're going to hit Croc on the way out of this route. So, Crocomire is still down here. We did not kill him earlier in the run. We're going to skip him now, but we will hit him on the way out. And that way, if we get that spike suit that Zeus was talking about earlier, we can take that straight to the X-ray room and use that to get across. But that's in the future. We're about to enter my favorite portion of pretty much any category. I love Lower Norfair. I think it's cool no matter what category it is. Nice D-boost there. Yeah, well, I think one of the main reasons for Norfair is that missile on the exit of это последняя локация, в которой мы еще не были в этой игре. Сейчас Зенни побежит влево, хотя, по идее, всегда мы бежали вправо. Ну, в 2% категории всегда бегут вправо. Но Зенни бежит влево, всего из-за одной пачки ракет. И то только потому, что мы смотрим сейчас вот эту длинную анимацию, как опускается лава. И все такое, это очень долго, много времени занимает. И все это из-за одной пачки ракет. А в Тасе эти ракеты подбираются с правой стороны. Это очень круто смотрится, все это посмотри. О, он упал. Это жесть. Еще и битва с Голден Теризой не получается. Голден Териза можно зажать по стене, если взять определенный пиксель, то он не сможет нам нанести урон. Интересно, за ней побежит прямо сейчас? Вот той пачка ракет пропущенных или потом. Вот так.
Это последний апгрейд. Теперь мы можем наносить урон, вращаясь в воздухе. You will always get a frame perfect jump off of crumble blocks, so you'll never fall. So you can do a pretty easy strat to make sure you don't fall down there. However, it is definitely slower and Да, Зенни решил вернуться за пропущенной пачкой ракет. In a PB attempt, so not a big deal. Zenny will just roll back around here and do it. В ТАСе, если вы посмотрите, то там ТАС получает урон, когда у него остается совсем мало хп. Он ставит там бомбу вверху. И с помощью кристалл флеша клипается сквозь потолок и подбирает ракеты. Это очень кайфовый скип такой. Но невозможно, практически невозможно для человека. Поэтому его никто не делал. Hey, let me cut in a donation with you guys, if you don't mind. Sure. Yeah, please. Yeah, I got $50 from Dangers, the runner of SMO. They said Danger's here. Hoping to squeeze this in to save the animals, keep it true to my word. Thanks again to GDQ for putting us on, and good luck, Zenny. Thank you, Dangers. So should we talk about the next item, or I don't want to. Сейчас еще будет один пак ракет, который очень легко пропустить тоже. Если вы раните первый раз за Сену. Вообще достаточно много таких ракет, но паков ракет, которые очень легко забыть. Мои первые два рана 100% были на 99 и на 98%. Потому что я постоянно забывал таких вот мелочных ракетов. Вот это тоже может... Сейчас за никогда зашел. Перед тем, как зайти в дверь, он поставил бомбу. Это силовая бомба, сожрала лаг-фрейм. То есть, казалось бы, сама вот эта силовая бомба, она заставляет игру подлагивать слегка, как будто бы, но именно в таких случаях, в тех моментах, когда бомба сжирает лаги. Очень странно. И позволяет быстрее загрузить следующую комнату. Зенни кликнулся с платформы. Это не очень сложный трюк, если мы если мы свернемся в шар, в момент касания платформы, то он кликнется вкусно. И Ридли. У Ридли 18 тысяч хп. Поэтому 18 тысяч хп, один заряженный выстрел снимает 900 хп, поэтому нам нужно всего 20 выстрелов заряженных. Или 30 супер ракет. Зенни очень быстро убил его. Мы подбираем последний энерготанк. В этой комнате разбитую капсулу с Metroid. Куда пропал Metroid, непонятно. That was very fast. Anytime you have a full beam combination, and in particular, if you have a full beam combination and have the ability to spam a bunch of supers, that Ridley fight can go very quickly. It only requires 20 charge shots, or 3 different supers will equal 2 charge shots. So if you can get him in a pogo pattern and just unload some supers, that's actually the fastest method. The only time that you would want to not shoot supers, this is very category dependent, but the only time you'd want to not unload your supers is if there was a reason you needed to save them, like for future
Victorian situations or something. But Подпрыгнуть nice как бы в spring ball. воздухе еще раз Can you и kind of выскочить explain what сквозь we just saw платформу there? с помощью That strat's апгрейда interesting in that спринбола. you just hold jump pretty much throughout the whole strat. You have to obviously move left and right in a particular way. But if you set it up correctly entering the room, you can just hold jump to clip through those platforms. So when they're coming down, I don't know how exactly it works, but it looks like you get in sort of their hitbox a little bit and just like spring ball off the middle level. Еще один вполне неочевидный That's my layman's way of гитанг, explaining it. который находится в пасти за врагом. Его тоже очень легко пропустить. Zenny can correct me if I'm wrong. The interesting thing about that strat is if you do it correctly, the fact that it's so normalized because of the automatically, you're like just holding jump to automatically spring ball, is you get to the top in a way that manipulates the disc giga, the big hopper on the ceiling to the left, to pretty У него почти получилось пробить себе путь вперед, но он не подобрал ракеты. Поэтому ему пришлось вернуться и прекратить разрушение блоков. Those disc gigas are on sort of like a timer when you enter the room, and you can manipulate their patterns if you move correctly. Вообще всего у нас максимум может быть 230 обычных ракет, 50 супер ракет и 50 силовых бомб. Yeah, you want to do a very small spin jump there, so you can space jump as soon as you enter the room, so you don't fall all the way down. And there's also some hidden stuff going on in that X-ray maze, because you're supposed to. Wait, is it you're supposed to use X-ray there? I can't remember. But yeah, that maze where you can't really see yourself. Сейчас мы вернемся в ту локацию, где была большая гора из пузырьков. И мы собираем там часть апгрейдов, которые тоже можно было бы добрать сразу, но зачем, если они не нужны, в принципе, на том этапе рано. Basically what I'm trying to say. That's a great point. And another cool thing, I mentioned at the beginning of this run how it's neat when you come back way later for items that you skipped earlier. And this is one of those situations. We were in Bubble Mountain much earlier in the run when we were first getting our speed booster and wave beam, but now we have returned after exiting Lower Norfair to pick up this Norfair reserve tank and a few more missiles. In particular, I believe, unless I'm misremembering, the last Norfair item that you would pick up in the traditional route will actually be the Bubble Mountain missiles that we'll pick up here in a couple rooms. Obviously, that's changed with this route because we haven't done Crocomire yet. But I'm a big fan of this Bubble Mountain strat coming up. It's one of my favorites in the game. There's a few variations, and Zenny does a really cool one. Let's see if we can get here. И оставшиеся пачки ракет и бомб. Oh, nice. Deboost. Very nice. Strat's not over though. If you get the full strat, you get this little deboost off. Я не понимаю, как Zenny такие сложные мувы делать без проблем. Но уровень очевидно простейший. But even so, the first part of that strat is still awesome. I mean, there's nothing that feels better than deboosting across the entire large room like that. Very cool. Yeah, no, it's really amazing strat. Even if you don't. Мы снова возвращаемся в ту локацию. Сейчас пойдем убивать Крокомайра. У Крокомайра бесконечное число хп. Нам нужно просто столкнуть его в голову. I think Crocomire is basically like the puppy of Super Metroid. Okay, when it comes to space creatures, he's quite cute, I think. And I would like to point out that technically he didn't do anything wrong. I don't even think he's trying to hurt you. I think he's just trying to play. You know, he's trying to play fetch with his ball. But Samus, being the bounty hunter killer that she is, has no time for that. So she gets to one shot. Игра, в общем, на это не рассчитана, и несколько раз плазменным лучом Крок просто сваливается в голову. О, найс. Вот это Spark Suit, называемый, когда он зарядил спидбустер и получил урон и активировал его. Шейн Спарк. Так он зависает в воздухе. Он мог висеть в воздухе сколько угодно. Теперь
how it could go wrong and how it's going to try to Теперь он save может us. делать Yeah, so with Giant Spring Ball, it Spark actually becomes a в little любом bit месте, difficult to где ему get the вкусно. spike suit because you have to unmorph Не very получилось у него залететь сразу туда, в specifically with комнату up. с So you want to супер, unmorph the ой, first силовыми frame. I think бомбами. it's the first frame you touch the spikes, you unmorph to get this sort of like it's sort of like a recoil that you get from the spikes, and it allows you to be able, I think is it 10 frames later? It allows you to shine spark in a way that gives you that spike suit. So it's like a double frame perfect, more or less, trick that you have to really time out with that to Вот get как раз the сейчас spike suit. And now he's got комментаторы his sort of рассказывают, как shine работает spark. Spark Suite But в этой like I игре. said, if he presses jump on the ground when he's Игра not moving in any way, he will accidentally use it. If he presses jump or up in the air in the wrong way, he will accidentally use it. So you have to be very careful about your movement. If you like run into something and accidentally press a jump or something like that, you can use it. If you're in the air and unspin and then press the wrong button, you can accidentally use it. So it's very easy to mess this up. Zenny's I don't want to curse him again, but Zenny really is probably the best person in the world at holding these spike suits because of his experience in RBO. I would say he's the best person in the world. Мы уже практически все предметы добрали в этой игре. I would agree with that, and as those pointed out, I'll give you the Cliff's Notes version of it. It's hard, ladies and gentlemen. One thing I will point out real Вообще quick, обычно Zenny is по этому saving вертикальному several коридору мы seconds down поднимались с here that he would помощью not have saved if he had done Giant the traditional Spark, но route because he has space Zenny не jump стал and этого screw делать. attack down here and spring ball Он actually. So прибережет he utilized all three Spark of those items in some way, shape, or до form in several of those до rooms to save a little комнаты bit of time с that he would X-Ray not have been скопом. able to do Там очень if he длинная did not have комната. them. So now we're getting to one of the harder parts of keeping this spike suit, Я and думаю, это сократит the очень last большое item on количество no fair in времени. this particular route. That's a very difficult space jump to do because you're so close to the lava. That was real nice. So he's gotten past most of the hard parts as far as holding the spike suit. It still can go wrong, but these last parts aren't as quite as difficult as far as holding this spike suit. So it's looking good as far as I see in this X-ray spark. Осталось примерно 10 минут от раны. Может 11. But yeah, as far as the Croc time save, I think that Crocomire is the biggest time save as far as the route is concerned. Like Crocomire fight Так как у нас активирован Spark Suite, yeah, especially if you don't get perfect damage with the other route, it just wastes a lot of нужно time. двигаться очень аккуратно. Если Zenny нажмет случайно вверх Like pound the ground and или swipe for прыжок, a то second when you can't do anything. Spark Suite активируется не там, где ему нужно. Yeah. Если у него получилось, он теперь просто пролетает очень-очень длинную комнату. So that nice. Giant Spark saves about 5 seconds. As far as И получает супер полезный space jumping across the room. Супер полезный апгрейд. You can't get a really fast run to the left. Теперь он there. может смотреть, As что far as находится space в jumping, you get стенах, sort of a run, but искать it's скрытые less проходы sort и of run предметы. speed to the left. Это очень полезный предмет. Yeah, I think that deserves a На самом деле, с помощью использования X-Ray скопа есть несколько гличей, очень интересно. Есть такие гличи, которые не используются в спидранах, но они довольно занимательны, скажем так. It's a little off with that, but like I said, it's frame perfect. Now, so let me ask you a quick question. Ironically, I mean, I know, you know, a decent amount about Hondo, just снова because I возвращаемся в know эту a decent комнату, amount уже about в третий Super раз. Metroid, but this is, Здесь you know, for синяя me дверь. personally, not one of my strongest categories. I haven't done it as much as obviously someone like you. Хотя должна была быть, по идее, желтой, мы ее открыли когда-то давно, I have found this retro Brinstar section to be one of the most technically demanding sections. Do you agree? Like, tell me a little bit about the section. Are some of the strats here tough, or is it just me being bad? Definitely, I'd say movement-wise, it's one of the hardest parts of the game. If you're going for the hard strats, I mean, especially if you go for the really crazy strats. Осталось совсем немного. There's sort of like a range of, you know, strats from, you know, the easy ones. Obviously, you could not try to go for crazy strats, and then there's sort of like
you're going for the crazy strats, but you're not really pushing them to their limits. And then, you know, Zenny tends to В этой комнате push things to the невидимый limit, so, пол. like, yeah, you can make it very difficult in this Если вы section играете в to первый pull раз off the здесь и strats. без There's X-Ray just a lot скопа, of то вы, art скорее movement всего, in this part of the game. This retro так и не sort поймете, в чем дело, part. как туда залезть. Well, Zenny coming up with must be a faster strat here, but has ruined Очень топовое the расположение joke behind предметов. this room, which is we call this Один the пак Billy ракет Mays рядом с другим паком ракет. missile room because you get the missile on the pedestal, but wait, there's more. But technically, the wait, there's more came first. So thanks a lot, Zenny. That's the И fast еще один track. пак ракет. Sorry. That's So we're okay. about done with our item collecting here. We're about done with the main part of the game. We're gonna head to Turian soon. We've got 3 more items to pick up. Почему-то не стал тут Yeah, it's- Yeah. держать yeah, the спидбустер, first missiles are the ones Missile in the old supers and Mother missile- Brain room. I guess some Metroid. чтобы some пролететь apples следующую Metroid комнату. one Не знаю runners that почему. missed missiles on Mother Brain. They Видимо, got stuck under Mother Brain, and we're gonna pick them up А, after the fact. лучше. Ну, тоже вариант. Осталось 2 последних предмета. If you don't mind, let me cut in with a couple of donations. Sure. All right, Horse Pop sends us $5. Says, "Hey Zenny, awesome seeing you run Hondo and GDQ. You are killing it." And we have some random guy donating $100. Сейчас у него 99%. Ever, decisions are hard. И еще один Yes, they пак are. Thank you ракет so much, будет random guy. в самом начале игры. I also got $15 from Siri. Sorry, Apple users. I said, thanks for keeping my weekend entertaining. CRDQ has really made my quarantine so much better. Let's get that KH2 incentive met. You guys are doing really great. You guys are keeping that going up during this run. It is currently up to $11,000. Let's keep that going, guys. Все, мы получили последний пак ракет. Yeah, we should say real quick, definitely appreciate being a part of this event. Awesome to raise money for a good cause. And give a shout out to all the Деньги внизу экрана — это gamers общее out there количество and fans of донатов, speedrunning. We собранных на appreciate your support. благотворительность So за that время was этого our марафона. last item pickup there. It's an item we call the 230 missiles, or you can call them the dental plan missiles, or at least it needs braces missiles if you want to be funny. Because Why do you call them the dental 230, plan missiles, though? И последняя локация в этой игре. Which that probably doesn't even make sense Туриан. for most people. There's 230 missiles in the game. There you go. Нас туда не пропустит, пока I мы can just не imagine someone сбьем not knowing всех that с and having трех no хвостов. idea what we're talking about. But yeah, there's 230 total missiles in the game, so that's the last one we pick up. So that's the 230 missile. Ну, классно бомб-джампит. Nice infinite ceiling bomb jump, Zenny. Zenny showing us all the tech. Так как у нас большое So количество the хп infinite ceiling и bomb jump ракет, that you just saw, where he hugs То the ceiling, you can actually get across. мы можем the, особо не обращать внимания на дроп the moat, с метроидов. Мы будем on просто the way бежать to вперед, Phantom without picking как я up the понимаю, missile. Sometimes that's useful in some потому strange что ракет в categories. любом случае хватит. No, yeah. Найс. I never thought of that. That's cool. Отлично, комната первая. So, Ой, он промазал. yeah, so one of the hardest parts about this is that Чуть-чуть you раньше can't стрельнул, just чем cycle нужно. through the items. First of all, you got a bunch of things to cycle through, but if you cycle through to X-ray and you're holding dash, it Последняя will use комната X-ray and с stop you in your Metroid'ами. tracks, so you have to use the item cancel when you're switching off 70 ракет. supers back to your beam shot. So you're constantly, I mean, you're obviously Но running and jumping не very самый quickly. лучший вариант, который мог And бы doing all быть, these но angles to shoot the Metroids, всё равно and нормально. on top of that, you gotta
you know, switch between your normal beam shot and press item select twice to get to your supers and item cancel after every. So you do Вот и that там, где мы видим, basically after как every Metroid. You're having очень to item select to разросшийся item Metroid deselect off пожирает supers. Now we're going to go for the baby skip here. местных животных. Zinni's going for Найс. the very difficult spring ball skip, and he makes it look easy, although that's very not easy. Это самый сложный Almost forgiven. бэби-скип, Yeah, который вообще it's сейчас a существует. very precise skip there. Like the Да, baby skip is очень-очень already сложный. very technical and precise, but that one is И very очень unforgiving техничный. as far as the way you move through the room. Yeah. But it saves like 4.5 seconds over the standard fast skip. You can't do that in any percent or most categories because you don't have spring ball or Очень jump. легко у него получилось But yeah, скипнуть that's the закипит. optimal way to do Сейчас the skip забивает in this category. первую And that's фазу very scary. Мазербрейн. Zenny knew that was so swag that he just told everybody watching that you have to forgive him for all the previous mistakes. Мазербрейн во второй стадии, так же как и у Ридли, Forgiving myself. 18 тысяч хп, ему нужно 20 заряженных выстрелов с плазмой. I already forgave you at the gauntlet. Так как у нас очень много хп в принципе, Those two sparks. то можно особо не заморачиваться по уклонению от урона. But yeah, Zenny has demonstrated a lot of really crazy tech here. Но ему нужно We're учесть, kinda closing in он on, сейчас I would будет assume, to делать be глич, kind of the last of the который называется стендап super глич. technical parts, which is a stand-up glitch. Zost, give us a little bit of info about И what we're about to see here. So normally you're not ему нужно you're supposed to сохранить force this определенное crouch количество хп. animation and stay there, and Mother Brain's supposed to damage you down. Нужно He's taken off his 7 Varia suit, so детанков he will take полных twice as much damage from this beam. перед You can still первым do it with gravity with Varia on, but it's a little bit Rainbow Beam. But yeah, И so we stand до up. второго Rainbow Beam нужно I don't know why it works, to be honest, понизить but свое you have хп to be about лучше, 700 energy, на 100, 700, чтобы было хп меньше, чем 100. ideally, and then Так активируется after the скоростное first rainbow beam, you stand up, с налетом which the Бэби game sort of allows you to do, малыша I Метроида. think, normally, but you damage yourself down И сам really quickly, остается immediately down to a low range, стоять. and then you're allowed to sort of stay stood up, and therefore you can do these Так пока малыш beam shots on Mother будет Brain. хилить нас, Now you have to мы have сможем продолжить 70 наносить урон tanks to be Мазербрейну. able to do this. So you can't do it in any Это не percent видно, distance without но some на other самом деле craziness. Мазербрейн сейчас получает урон. That's not really worth doing. But you also benefit a И в lot идеале, from plasma here, so in any percent it would not be когда начнется nearly as третья фаза, beneficial мы because Mother Brain просто to me выстрелим has a один lot раз of в него, health. и он умрет. So we're basically doing damage to Mother Или Brain два. before you're supposed to be able to be Посмотрим, starting your third phase. как много получится нанести It gives you урона. the hyper beam, the last beam in the game, right before the third phase is supposed to begin, which does a ton of damage. So without plasma and all the other beams, you wouldn't be doing that much to her here. Но этот глич But you довольно do have a lot опасный. of time to do damage, so he's gonna decrease Если он most of her health before it even supposed to begin the fight. не Two выстрелит в shots неправильное and she's время, dead, то where normally it Are would we be. saving or killing? игра засплотится. Tonight, И она очень-очень сильно we're начнет killing the лагать, frame. Save those animals, Zenny. сломается. У меня на канале есть Wasn't even клип close. с этим. Alright. Как I gotta изуроднил свой apologize real PvP quick too. I для этого took some бага. grief in the Discord for not singing earlier, so I just wanted to give you guys a little taste there. Sorry about И все that. есть клип. Мы спасаем животных, как я понял. We can just do an acapella ending credits. Скип тоже ничем не примечательный. Yeah, let's do it. Можно What do you просто wanna бежать say? вперед. I was just kidding. Ну, найс. Тоже тут дела Moonfall и I don't actually have game audio, so that might go wrong. Might be competing with the и actual шанс song. партии вверх. Для того, чтобы как можно быстрее добраться до конца. На самом деле 3 минуты времени на побег. I'll need to Очень apologize too. I много. have a brand new puppy. She's about 11 weeks old, and her name is Samus. And
She's just finished her dentist-stick and is Хотел, very happy with me хотел right now, закатить so I вниз, но apologize for the puppy sounds. дым ударил But его. we are saving the Пар animals. почти. Yes, she is very upset that we're saving the animals. Thanks a lot, GDQ. Не стал заряжаться. But yes, we're gonna save the animals here. Something we Хотя, normally по wouldn't do идее, in a можно run, было but we зарядить appreciate бустер и raising the money for обратно charity. просто вылететь. And this is gonna be an excellent display of all kinds of awesome tech. So thank you, Zenny, for a fantastic run, man. GG, Zenny. Coming up on time. Там его уже поздравляют. С клапа. GG. Yeah, that was an Час excellent 18:26. Вполне Not неплохо. bad considering the crumble blocks. С учетом Yeah, двух. great job overall, man. Двух Thank you for очень having us грубых on ошибок. commentary. I will give a quick shout out to the Super Metroid community real quick. We got a fantastic community filled with a lot of great people, a lot of great runners. If you want to see more action from Zenny or Zost or even myself, we got a multi-category tournament going right now, so feel free to check those matches out. And Там Zost, it was a рекламируют pleasure getting to chat with you during турнир this. Hope you have a мультикатегорий, great rest of your 80% world record attempts, man. Thanks. в котором я Same to не you, man. It's участвую. always good to talk with you and to commentate with you. And yeah, good game, Zenny. That was Интересно, нам it's покажут a shame about the концовку. crumble blocks, but I feel like that was a really impressive and good demonstration of what makes 100% impressive and like a lot of the Thank you. amazing tech in the game. So I might have to say that was a really Yeah. well done run. I mean, you can always find something to complain about, right? But Right. honestly, like, if there were big mistakes that are going to be made, those were the preferred ones for sure. Because all it does is add time. You know, there are a few spots in the run where you can like soft lock, for example. So even though it's 100%, there isn't a whole lot of like danger of dying. I still had some backup saves just in case, and I'm just glad we didn't have to use any of those. You know. So. Видимо, нам покажут все-таки концовку. So with 100% В самом runs, конце generally we wait until the end of the credits to количество verify that процентов собрано. 100% counter there at the end. If there are any donations that we want to read off in the meantime, that's fine. Yeah, phenomenal. Got a couple quick ones. Got $50 from Jay Gillian. They say I got introduced to GDQ recently when YouTube suggested I run Oats and Goats. Watched Super Impossible. And after that, I had to watch. Been waiting to donate for this SM run. Can you call it 100% if you don't save the animals? I guess not. Thank you, G. Gillian. We also have an anonymous donation of $100 with a comment saying, "This is a comment." Не уложился, потому что у него он допустил очень грубые ошибки, 2 штуки. Ему пришлось очень большой участок карты проходить по новой 2 раза. I'd like to give a quick shout out, if you don't mind, to the production team and everybody running this. Everybody who put this together made it very easy for us to get everything set up, and were very kind in helping us. So thank you so much to everybody who helped us set all this stuff up. Yeah, I can definitely echo that. Thank you to the tech crew. You guys were super easy to work with and very accommodating with schedules and getting us all set up. So. All right, we got Deer Force coming up. You guys ready? I'm ready. И нам показывают концовочку целиком. Саму с безбранью. Deer Force. Deer Force. Deer Force. Stream delay, Deer Force. Yeah, my stream's a little off too. Very nice. All right, we didn't miss any items. 100%. Run is verified. Thank you again so much for the opportunity. I really appreciate the invite to run 100% for Corona Relief done quick. Да, мы смотрели концовочку ради замус, а не ради того, чтобы узнать, сколько процентов Zenny собрал. И все, на этом мое комментирование заканчивается. Остался Kingdom Hearts. А я, пожалуй, пойду спать.